Приветик, ребята! Ну что ж, я продолжаю нашу любимую рубрику «Правильная кухня», и сегодня будет, наверное, самое актуальное видео на сегодняшний день, а именно как экономить на покупках продуктов в супермаркете. Мне кажется, это действительно очень актуальное видео будет на сегодняшний момент, потому что, как вы знаете, сейчас все подорожало, в общем, хочется одновременно правильно питаться, питаться хорошими качественными продуктами, но все-таки какую-то копеечку нужно-то сэкономить. И вот я решила собрать самые главные такие пункты, самые главные советы, которые вам в этом помогут. Я сама ими пользуюсь, и мне кажется, что они вам точно должны помочь немножко сэкономить и при этом не испортить свое питание. Перед тем, как вы собираетесь за покупками в супермаркет, обязательно плотно покушайте. Это действительно должен быть плотный ужин, завтрак, обед, неважно, что в это время будет у вас, но вы должны быть сытыми и ни в коем случае не голодными, потому что голодная женщина в супермаркете – это как бомба, и никогда не знаешь, когда она взорвется и на что тебя потянет. Никогда не ходите в магазины без списка продуктов, которые вам необходимо купить. У меня есть специальные стикеры, которые висят у меня на холодильнике, и когда у меня что-то заканчивается, я сразу же вписываю этот продукт в этот стикер. Можно использовать какие-то приложения на телефоне, чтобы было вам удобнее, допустим, чтобы вы, не забыли эту бумажечку у себя в кармане, то есть чтобы этот постоянный список у вас пополнялся, к примеру, в течение недели, и затем с этим списочком вы уже идете в супермаркет и вычеркиваете то, что уже купили и что вам действительно необходимо. Помимо вашего списка продуктов, которые необходимо вам купить, и вы уже поняли, что он обязательно должен быть, чтобы сэкономить вашу денежку, также носите с собой калькулятор или же просто включайте его у себя в телефоне. Это будет, конечно, очень странно и занудно казаться, что вы ходите с калькулятором и все подсчитываете, но поверьте, ваши деньги очень легко сэкономятся таким образом, да и вообще в глазах всех продавцов в супермаркетах вы будете казаться очень страшным человеком. Берите с собой в супермаркет пакеты или же сумки, в которые вы в итоге складываете все свои купленные продукты. Когда вы стоите на кассе, у вас потом в итоге спрашивают, какой вам пакетик, маленький или большой, это все-таки складывается в какую-то копеечку определенную за год. И эту бы сумму вы, допустим, потратили на что-то нужное. Так что почему бы и не экономить? Старайтесь по возможности планировать свое меню на день. К примеру, что у вас будет на завтрак, на обед, на ужин, что вам следует докупить к следующему дню или, может быть, наперед. Это очень сэкономит ваши деньги, да еще и время. Перед походом в супермаркет проверьте, чего у вас не хватает в холодильнике, в шкафчиках, в морозилке, в каких-то мелких ящичках, чего у вас действительно нет, и только эти продукты записывайте в свой список продуктов. Иногда смотришь на упаковку, к примеру, с овсянкой, и тебе кажется, что ее тебе не хватит, но на самом деле этой овсянки может хватить еще на неделю, а то и больше, поэтому покупайте действительно те продукты, которые необходимы. Если у вас есть дети или же человек, который своим «хочу» может сбить вас с толку, и вы тогда купите какую-то дорогостоящую сладость, старайтесь вестись адекватно на его запросы и покупать действительно то, что у вас, к примеру, влезет в ваш бюджет. Перед походом в магазин обязательно определитесь с суммой, которая вам будет действительно необходима для этих покупок, и возьмите лучше всего ее наличкой, а не кредитной картой, тогда уже я за себя не ручаюсь. По поводу закупки продуктов. Кто-то ходит в супермаркеты каждый день и закупается теми продуктами, которые необходимы ему именно в этот день. Кто-то составляет список и ходит в супермаркеты каждую неделю, а кто-то вообще мастер Йода, специалист в покупках и составляет себе огромнейший список на целый месяц и закупается оптом. Мне кажется, в этом третьем случае удобнее делать и экономнее делать. Ну, это уже когда вы точно просчитали весь свой доход, сколько вы потребляете на вашу семью, и это, конечно, самый экономный вариант. Это что касается подготовки вас, вашего разума и вашего кошелька перед походом в супермаркет. Но что творится там? В месте, где ваш разум помутняется и деньги просто не имеют ценности. Перед входом в супермаркет у вас есть выбор: взять вместительную тележку на колесиках или же какую-то маленькую корзинку. Даже если вам необходимо купить очень мало продуктов, буквально раз, два, три общался, всегда берите корзинку. Да и вообще, наверное, во всех случаях берите корзинку, потому что подсознательно вот эта огромнейшая телега заставит вас купить много продуктов, даже если они вам не нужны, чтобы визуально ее заполнить.
Когда-то давно я смотрела документальный фильм «Как строят супермаркеты». Если вы думаете, что это обыкновенный проект, где стоят полки и каким-то образом распределяются продукты, вы совершенно не правы. Когда мы входим в супермаркет, первым делом на нас бросаются огромные вывески с продуктами, которые действительно просто привлекают наше внимание. Какие-то скидки, какие-то яркие упаковки, какие-то дешевые продукты, которые действительно дорогостоящие, они не стоят этих денег, но вы просто хотите их купить. Вот просто купить и все. Они вам совершенно не нужны. Поэтому никогда не обращайте внимания на такие уловки и не заглядывайте в отделы, которые вас на данный момент не интересуют, даже если что-то там блестит. В отделе с овощами будьте внимательнее. Часто можно встретить, к примеру, мытую морковь, и рядом лежит немытая морковь, какая-то корявая, страшная, которую не хочется покупать. Берите всегда немытые овощи и фрукты. Во-первых, они дольше хранятся, да и гораздо дешевле, чем мытые. Естественно, я не вижу смысла и пользы, что самое главное, в покупке готовых салатов или каких-то деликатесов. Неизвестно, сколько оно там лежит, и особенно те люди, которые работают в супермаркете, они, наверное, вообще в шоке, как это можно все покупать. Да и, конечно же, продукты, которые использовались в приготовлении этого салата, тоже не первой свежести. Старайтесь покупать товары и продукты, которые произведены в стране вашего проживания. Это, конечно, гораздо дешевле, чем импортные товары, которые гораздо дороже из-за таможенного налога. Очень многое зависит от сезона. Конечно же, зимой нам очень тяжело приходится без огурчиков, помидорчиков, баклажанов, которые в это же время, допустим, летом стоили бы в разы дешевле. И лучше всего вообще не покупать такие несезонные овощи и фрукты, потому что они выращены или в теплице, или не очень-то качественно и не очень органично они выглядят и на вкус не очень. Поэтому не стоит тратить такие бешеные деньги, да еще и сомнению подвергать ваш организм. Нет смысла платить за рекламу. Продукты известных производителей и марок, которые разрекламированы везде абсолютно, на телевидении и в этом же супермаркете, стоят гораздо дороже, чем какие-то неизвестные марки этого же продукта. Причем, что этот продукт второй, неизвестный никому, может совершенно не отличаться качеством от известной марки. Очень часто можно встретить, что сети супермаркетов выпускают продукт под своей маркой. И он, конечно же, гораздо дешевле, чем его конкурент. Тем самым они его просто вытесняют. Все-таки мы сейчас с вами говорим о супермаркетах и совершении покупок именно там, но есть такое чудесное место, как рынок. Это вообще, конечно, кладезь полезных, свежих, натуральных продуктов. Конечно, это не всегда бывает, но все же большинство продуктов натуральных находится, мне кажется, именно там. И в этом месте есть тоже свои плюшки, и там тоже можно сэкономить. Продукты на рынках лучше всего и экономнее всего покупать в будний день вечером. А самое невыгодное время для покупок на рынке – это утро выходного дня и вообще, наверное, весь выходной день. Самый огромный плюс рынков – это то, что там можно и, главное, нужно торговаться. Просите скидку, если вы покупаете много сразу, то есть покупаете, к примеру, оптом картошку или мясо. Просите скидку, если вы покупаете у одного и того же продавца, и вы его хорошо знаете, и он вам еще плюс докинет пару килограммчиков чего-то. Или же просите скидку, если вы просто впервые покупаете этого продавца и говорите, что вы будете у него постоянно покупать. Лично я, конечно, не очень большой советчик в плане покупок именно на рынке, потому что я делаю большинство своих покупок в супермаркете, да я просто не знаю, где у меня тут рынок находится в моем районе. Но я помню, все свое детство я ходила с мамой на рынок, и мы постоянно покупали мясо оптом, какие-то овощи, фрукты, и это действительно очень экономно обходилось нам. И мне кажется, даже на сегодняшний день, если вы покупаете, к примеру, какие-то натуральные продукты, к примеру, молоко, яйца, мясо, это действительно будет очень полезно для вашей семьи, очень экономно, если вы скупляетесь оптом, да и вообще, мне кажется, гораздо приятнее, что продукт натуральный, а не запакованный в супермаркете. Очень будет интересно узнать в комментариях под этим роликом, где вы совершаете свои покупки, в супермаркетах или на рынках. Пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. И это еще не все, я дам вам еще несколько советов, которые обязательно вам пригодятся при выборе правильного, хорошего, качественного и недорогого товара в супермаркете или же на рынке. Выбирая любой, абсолютно любой товар, смотрите сначала на состав,
потом на цену, а уж потом на упаковку. Обычно нашему взору бросаются какие-то яркие, кричащие слова на упаковке или просто красивая упаковка, и из-за этого мы только берем этот товар. На самом деле цена не соответствует составу, состав не соответствует содержимому, и вообще непонятно, что вы такое купили. Помимо прочтения всех сладких слов на упаковке этого продукта, берите тот же продукт, но другой марки. Во-первых, я сказала, они могут радикально отличаться в цене, по составу и вообще по качеству своего продукта. Обязательно сравнивайте разные продукты. И все-таки, когда вы выбрали свой любимый товар определенной марки, определенной цены, и он соответствует этому всему, старайтесь все-таки придерживаться этой марки. Всегда будут появляться новые товары с новыми кричащими надписями и рекламными ходами, с новыми соблазнительными ценами, но опять же неизвестно, какое будет качество у этого товара, поэтому лучше брать то, что действительно нравится. Согласитесь, под словом «скидка» сложно устоять, но под словом «скидка» может скрываться некачественный товар, просроченный товар, несоответствие, там, допустим, литража или какие-то испорченные упаковки. На это все тоже нужно обязательно обращать внимание. Особенности, когда, допустим, вы берете два товара по цене одного, то, конечно, не зря, ребят, не зря так бывает, поэтому обязательно все проверяйте на качество. Но также есть хорошие уловки, к примеру, большие уже фасованные упаковки, как будто оптовые упаковки, к примеру, соков, или большая упаковка, к примеру, муки. Это будет уже сознательно ниже цена, и это не то, что уловка каких-то маркетологов, это действительно, чтобы немножко сэкономить ваши деньги. Ну что ж, наконец-то пришло время расплатиться за все набранные продукты в вашей корзине, и теперь медленными шагами мы направляемся по тропе соблазнов, по пути к кассе. Если вспомнить тот документальный фильм, который я смотрела, «Как строят супермаркеты», очень много внимания уделяется месту у кассы, потому что там очень много конфеточек, каких-то мелочей, каких-то там сладеньких штучек, в общем, того, чего хочется просто ухватить, якобы там, что оно там копейку стоит. И вот так вот немножечко вы хватаете, и в итоге выходит очень внушительная сумма, поэтому здесь нужно быть очень внимательным. Самое главное, если у вас есть дети в это время, обязательно следите за ними, потому что не хватает все, что нужно и не нужно. Стоя в этой очереди на кассе, обязательно проверьте еще раз вашу тележку. Действительно ли вы купили все по вашему списку? Если что-то не купили, обязательно обведите это, где-то найдете в другом магазине, или же проверьте, нужно вам действительно то, что вы выбрали. Иногда можно встретить такую смешную ситуацию, когда возле кассы на каких-то стеллажах лежит батон, или лежит килограмм огурцов, то есть люди потихоньку избавляются от тех продуктов, которые им не нужны или же не влезли в их бюджет. Сейчас расплачиваются за покупки с помощью кредитной карты или же вообще карты, на которых у них есть свои деньги, и с такими деньгами гораздо легче расстаться, как-то подсознательно, что ли, чем с наличными деньгами, поэтому будьте здесь тоже внимательны и понимайте ценность всех этих денег. Когда вам продавец выдает чек на руки после покупки всех продуктов, обязательно его проверяйте. Очень часто можно встретить ситуацию, когда продавец то ли по своей невнимательности или просто он совершил ошибку, пробивает один товар по цене 2, а то и 10 товаров. И, конечно же, это безумно неприятно, и даже если вы через пару часов прибежите в этот супермаркет с этим же чеком, есть шанс, что вы что-то вернете, но очень часто бывают ситуации, когда все забывается, и я такое часто встречаю. Так, ну что, ребят, наверное, это были самые основные советы, которыми мне с вами захотелось поделиться, которые сейчас на данный момент будут очень актуальны, наверное, для любой хозяйки, которая следит за своей семьей, за своей денежкой, за тем, что она покупает, какое качество у этих продуктов. Мне кажется, эти советы вам действительно пригодятся. Пишите ваши советы, что вы используете, какие уловки в супермаркетах, чтобы сэкономить и не схудить ваш кошелек, потому что это тоже очень важно. Обязательно пишите все это дело в комментариях под этим видео. Ну а мы с вами встретимся совсем скоро в следующем ролике. Всем удачи, пока-пока!